Разработка технологических карт. Что это такое? И зачем они нужны? Всем привет! Итак, значит, в зависимости от выполняемых работ устанавливаются различные виды глубин технологического процесса, который состоит из следующего. Для каждого элемента устанавливается описание, содержание работ, необходимого оборудования и инструментов, сложность работ и норм трудозатрат. На крупных автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания с большим объемом работ технологического процесса разрабатывают технологические карты на основе переходов и проходов. Такие карты называют операционными. Для небольшого предприятия с малым объемом работ в технологических картах указывают последовательность операций. Эти карты называются маршрутными. Посмотрим на них поближе. Значит, на данном изображении вы видите технологическую карту электросхемы, которая приводит в действие электромотор. Также технологические карты бывают не только для электроцепи. Ну да, здесь вы можете видеть то, что тоже электроцепь, но уже с приводом шкива. Так как я уже говорил, то что технологические карты бывают не только для электросхем, электроцепей, но и для компрессоров. Это те, которые чертежи у меня сохранились с тех времен, которые я когда-то учился. Опять-таки заострю ваше внимание, на чем они создаются. На листах для черчения, как вы можете увидеть, рамку, наименование самого чертежа, он же известен как паспорт и так далее. Так, иными словами, что же такое все-таки технологические карты? Технологические карты, ну, можно, грубо говоря, сравнить, немножечко отойдем, да, от темы. Технологические карты своего рода можно сравнить с рецептом. Например, чтобы испечь пирожок, нужно знать, что правильно, какие ингредиенты туда входят, какие компоненты, какие пропорции и сам процесс приготовки. Так вот, это своего рода и есть технологическая карта, которая встречается у поваров. Здесь примерно смысл тоже такой же, только вместо, скажем так, продукта питания у нас продукт вещевой или даже как услуга. Чтобы это сделать услугу, нужно знать последовательность действий. Вот что я хотел вам рассказать об немаловажной теме, которая редко встречается, но тем не менее встречается, чтобы вы имели какое-то представление для общего развития. Я считаю, что эта тема была полезной и интересной. Так что, во-первых, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите комментарии. Если есть у кого-то какие-то замечания, тоже пишите. Потом не забываем подписываться на канал. Также бьем в колокольчик. Пока что все. Всем спасибо. До новых встреч.